Так, ну давайте рассмотрим платформу для репетиторов, которая изготовлена на базе CasID. Вот здесь мы с вами видим сайт. Это сайт для демонстрации. Я его накидал, чтобы примерно показать, как работает. Сначала мы с вами видим центральную страницу. Наверху мы видим менюшки. И в конце надпись «Уроки». Надпись «Уроки» — это и есть образовательная платформа. Сейчас мы коротко пробежимся, не будем на чем-то подробно останавливаться. Слайды. Слайды какие хотите, такие ставите. Сколько хотите, столько и ставите. Вот эта надпись, сами выбираете, что всплывать. Если вам надпись не нравится, что она всплывает, вы ее полностью отключаете и на самих слайдах вставляете текст тем шрифтом, каким вы хотите. Здесь также есть еще функция бегущей строки снизу. Она делает как бы вид дороже центральной страницы. Я ее сейчас не включил. Сбоку мы видим доп. Меню. Это быстрые вызовы. Они особенно удобны на телефонах. Наверху здесь мы видим название AlexT. Ну, вы сами выбираете, как у вас организация называется, или свое имя, либо можете просто поставить логотип, как делают Apple. Дальше вкладки. Вкладка «Обо мне» — это где вы можете о себе рассказать, какие-то фотографии приложить, например, где вы там в институте учились, или проходили повышение курсов квалификации, или что-то в этом духе. И рядом описание, чтобы ваши потенциальные клиенты могли лучше вас узнать, когда они ищут себе репетитора. Далее вкладка «Отзывы». Здесь будут копиться ваши отзывы о вас. Если вы там 10 лет будете работать, то за 10 лет. Память здесь безграничная, можно листать. Если будет какой-то отзыв, который вам неприятен, вы всегда его можете удалить. Если в отзыве текст длинный, здесь у нас становится 3 точки в конце. Когда мы нажимаем, отзыв увеличивается на экран. Также мы можем увеличить саму фотографию вашего клиента, который оставил отзыв. Как это работает на мобильном телефоне? На мобильном, конечно, это чуть интересно, оно так раскладывается. Но можете посмотреть. Чтобы посмотреть, как работает на мобильном телефоне, можете зайти на этот сайт. Вот сейчас я вначале вернусь. casid.kz — это название платформы, на которой сделан сайт. И дальше Alex — это название сайта. Идем дальше. Две вкладки «Мой блог» и «Новости». Это такие вспомогательные вкладки, где вы можете какую-то дополнительную информацию о себе выкладывать. Например, изменение цен или формата вашего обучения или еще что-то. Частые вопросы. Частые вопросы — это вкладка, когда человек может найти ответы на какие-то вопросы, например, с какого уровня вы берете, как проходит первое занятие и так далее. Эта вкладка нужна для того, чтобы снизить нагрузку с репетитора, ну также, чтобы наполнить сайт. Контакты. Здесь вы сколько хотите можете делать своих вот таких визитных карточек, где будут ваши контакты и как с вами связаться. Рекомендации. Это такой блок, где люди заполняют какую-то анкету с какими-то вопросами. И далее на основании его ответов у вас уже есть какая-то рекомендация, которая запрограммирована. Сообщение и вкладка «Позвонить». Сообщение — это отсылает вашего клиента в какой-то мессенджер, WhatsApp, Telegram или что-то в этом духе. Позвонить — это звонок. Особенно это с телефона удобно. Вот здесь значок есть «Позвонить». Нажимает, и все, звонок пошел. И вот здесь вкладка «Уроки». Это сама обучающая платформа, встроенная в сайт. Как будет называться эта кнопка, решаете тоже сами. Хотите уроки, хотите класс, хотите школа, хотите институт, хотите офис, хоть что хотите, напишите. Нажимаем. Здесь у нас появляется вкладка входа. Тут ваш ученик набирает логин, пароль и входит. И ему будет доступен то количество уроков, которое будет стоять у него в реестре учеников. Реестр учеников — это такая табличка, где вы ставите циферку. Например, Ваня можно до 5-го урока, Леша до 10-го. Мы сейчас зайдем через кнопку «Гость». Здесь 3 демонстрационных урока, остальные уроки мы видим с вами, они темные, то есть заблокированные. Каждый урок состоит из 4 кнопок. Первая кнопка — это видео, где вы выкладываете свою лекцию. Вторая — слова, ну, либо если это математика или какое-то другое, то, соответственно, другое название. Я здесь делал как курс английского. Практика слов.
практика предложений. Например, здесь вы выложили 1, 2, 3, 4 видео, сколько хотите, которые человек должен посмотреть либо перед основным уроком, либо если вы продаете курсы, то просто он здесь посмотрит. Далее, например, человек заходит, он видит слова, которые ему нужно выучить к уроку, видит их перевод. Далее он может эти слова попрактиковать. На телефоне это выглядит еще интереснее, аккуратнее, потому что одно слово на всю ширину монитора десктоп, как мы сейчас видим, и телефон всегда более аккуратнее. Но я вам показываю на десктопе так, чтобы вы могли посмотреть в полной мере. Например, человек садится и начинает практиковать перевод слов. Если вернемся в последнее, это когда уже практика предложений идет. Здесь добавлен таймер с кнопкой «Сброс». Это когда человек уже прям старается отработать как тренажер. Он переводит одно за другим предложение. Таймер засекает время. Когда ваш ученик доходит до последнего предложения и нажимает на него, таймер останавливается. Например, он видит, что у него ушло 5 минут. Если он хочет еще раз, чтобы ускориться, натренироваться, он нажимает кнопку «Сброс», таймер сбрасывается, предложения меняются местами, и он опять так. Так он нарабатывает скорость. Некоторые репетиторы спрашивают, что мы тогда будем делать, если ученик все это пройдет? Ну вот тут репетиторам остается как бы самое лучшее. То есть человек посмотрел какую-то тему, подучил слова, уже их немножко, так сказать, поработал с ними. И репетитор уже узнает в начале урока, как ты понял тему. Человек коротко пересказал. Если есть какие-то неправильное понимание, его учитель исправил. Далее они уже работают над тем, как слышит человек, когда учитель ему говорит что-то, а человек переводит, и на том, как правильно человек произносит. Например, человек произносит какие-то предложения, а репетитор уже его корректирует. Таким образом, обучение идет более быстрое и более качественное. Как сюда будут люди попадать? Вы выдаете каждому своему ученику логин и пароль, по которому они будут входить. У них будет разный доступ. Например, сейчас я вам покажу вход через администратора 1.1. Но это у меня здесь установлено. У вас не будет такого входа, как у администратора. Он вам не нужен. Поэтому у вас такой функции не будет. Например, делаем «Войти» и видим сразу больше активных уроков. Здесь 10 активных уроков. Представим, ученика зовут 1 и пароль у него 1. Ему доступно до 10 урока. Он, когда 10 урок уже с вами прошел, вы заходите в табличку, вместо десятки ставите 11, и у него появится вот этот урок. Насчет того, цвет, например, темно-синий мне нравится, кому-то не нравится, кто-то фанат Apple. Заходите в один из своих файлов управления. Здесь я заранее Apple настройки скачал. Можно их скопировать и прям вставить в настройки сайта. Все, когда вы их вставили, у вас сверху есть кнопка «Обновить дизайн». Вы его обновляете. Заходите опять себе на сайт и обновляете сайт. И мы видим, тематика уже идет как у Apple. У Apple это бело-серые тона с прозрачной верхней плашкой, синей кнопкой. Если вы поклонник Ferrari или Maybach, вы можете сделать, чтобы сайт выглядел как у них. То есть внешний вид сайта полностью в ваших руках. Если вы сделаете что-то не очень приятное, что вам не понравится, всегда есть кнопка «Сбросить настройки до заводских параметров». Это настройки будут касаться только внешнего вида. Если вы что-то сделали, в конечном итоге не понравилось, нажали, и вы откатились к заводским настройкам по внешнему виду. Это не затронет ваш контент того, что вы выложили. В следующих видео мы уже с вами подробно разберем, как управлять и менять каждую вкладку. Как управлять центральной страницей, как управлять этой страницей. Будет все очень легко, потому что все делается через обычные текстовые файлы и таблички. То есть все упрощено до такой степени, чтобы человек, который владеет базовыми знаниями компьютера, чтобы он мог спокойно с этим справиться.